особенно жду боя Александра Шлеменко. И знаю, что у него сейчас череда поражений, но будем надеяться, что он вернется в колею победы и будем сегодня за него болеть. Всем привет, это Александр Лютиков. Сегодня покажу то, что осталось за кадром турнира RCC 5 в Екатеринбурге. Как Хабиб радовался победе Шлеменко, что сказала жена Шлеменко о первом раунде и на квартиру в каком городе на этом турнире заработал денег 22-летний боец. Перед просмотром подпишитесь на этот канал, вряд ли вы когда-то об этом пожалеете. В 2016 году я снял, как Хабиб Нурмагомедов побежал подсказывать Федору Емельяненко в бою с Фабио Мальдонадо. В последний день 2017-го я снимал, как Шлеменко смотрит бой Хабиба с Барбозой. Хабиб зря руками пытается, надо бороться сразу. Блин, ногу-то отбил. Опа! Что-то я начинаю нервничать, Саня. И вот теперь, в декабре 2018-го, Александр Шлеменко в Екатеринбурге шел на бой под песню «Поднимайтесь с колен, люди русские». А за этим в зале арены «Уралец» наблюдали 5500 зрителей, одним из которых был Хабиб Нурмагомедов. Это выражение лица Хабиба относится скорее не к самому переводу, а к тому, какую позицию занял Бельштайн. Он зашел за спину и впоследствии закрыл на теле Шлеменко треугольник ногами. Но Александр выдержал больше 4 минут с Бельштайном со спиной и 15 ударов локтем в голову. А во втором раунде Шлеменко потребовалось чуть больше минуты, чтобы заставить Хабиба вскочить на ноги и забить в ладоши. Общения после боя у них не было, Хабиб исчез практически мгновенно, поскольку любое его появление в общественном месте теперь приводит к давке. В Екатеринбурге доступ к нему преграждали несколько охранников. Шлеменко, оказавшийся в раздевалке, показывал на затылке следы от ударов Бельштайна. И я пошел в соседнюю комнату к рефери Марку Годдарду, чтобы он объяснил, где у человека находится затылок. Jonas took his back and he threw some elbows to the head. Was it behind the ear? Was it No. back of the head? No, side of the head. And the thing is, behind the ear is not illegal either. The back of the head is a 2-inch line from the crown of your head. So everybody will think that if I'm throwing elbows and they're hitting here, behind the ear, that's not illegal. So when people are punching and it's landing behind the ear, if you're aiming for the ear, if you connect with the ear, you're good. 2-inch line here from the curve of the head, all the way down to the ear. And then I open up for the entire rear portion of the neck, which is also illegal. If my whole fist lands behind the ear and below this line, up here is good. Below that line at the top of the ears is bad. It's a difficult thing for a referee to call. What's more funny was Шлеменко trying to play me like I'm some kid. That made me laugh. Alex is a very experienced guy, but you saw when Jonas had his back body triangle. He wanted you to stand up. Yeah. He wanted me to stand up. Well, come on, man. You know, it was funny, but he's an experienced guy. He's just pushing the boundaries to see what he'll do. It was a good fight and a good finish. He's a very powerful striker on his feet. And it was a nice front choke, nice guillotine to finish. Ты ему показывал, типа, поднимай, да? Видишь? Да. А он говорит, ты что, смеешься? Надо, говорит, сам убирайся. Так а чё не поднимал?
Шлеменко чьим-то очень тупым ножом срезал бинты, срезав, надевал свою старую тельняшку, которой около 15 лет. Его команда смотрела повтор боя. Ну а мы с корреспондентом Матч ТВ Вадимом Тихомировым интересовались у Александра Сарнавского, почему Бильштайн не смог задушить Шлеменко в первом раунде. Я посмотрел его просто пару боев, у него только единственное, что он забирает спину, залазит, ноги заправляет и сзади душит. Ну, он так много боев выиграл. И это надо было перетерпеть. И я знаю, что по себе, если треугольник держишь, весь раунд 5 минут, но это очень сложно и тяжело. Ноги, да, чуть-чуть отекают, подзабиваются. А если бы, например, у тебя была такая позиция, как у Бильштайна, что бы ты делал? Ну, я думаю, делал то, что он делает. То есть, но тут сложно как-то говорить, но я бы пытался забрать шею тоже. Потому что у меня рука тоненькая, и она хорошо везде пролазит. Я бы попробовал забрать. Скажи, я бы задушил Шлеменко. Вот такой будет заголовок. Я бы задушил Шлеменко в этой позиции. Но такие вещи нельзя говорить. Шутки шутками, а потом за эти слова надо будет отвечать. Чё? В первом раунде, да. Я не знаю, но мне кажется, страшно не было. Не было страшно. В смысле не было? А что страшного бы не задушил? Ну, понятно, что не задушил. Но Это знаешь, я не спорю, для людей, которые не борются, они, может быть, думают, что сейчас конец. Надо бы это. я не борюсь. Я поэтому и думаю. На этом турнире хватало людей, которые в последние 5 лет владели или до сих пор владеют титулами известных организаций. Бывший чемпион Беллатор Шлеменко душит действующего чемпиона Cage Warriors Бильштайна. Бывший чемпион World Series of Fighting Пальярос нокаутирован действующим чемпионом Fight Night Кичигиным. Иван Штырков побеждает бывшего чемпиона ECB Тиаго Сильву и поднимается на 15 место среди полутяжей в рейтинге Fight Matrix. И, наконец, 22-летний Александр Грозин уверенно выигрывает 3 раунда у чемпиона Fight Night Александра Матмуратова. Неофициальный пояс Fight Night. Я хочу большие бои, я хочу большие деньги. Так что вот такие дела. Я хотел бы подраться с Брандау. Грозин вообще пример для всех бойцов, которые хотят быть интересными публике. Конечно, он мог бы выйти с унылым лицом и сообщить, что соперник достойный и бой все покажет. Но Грозин подписал афишу своего боя с Матмуратовым словами «15 декабря я выкину эту голову из октагона». Потом повеселил всех на взвешивании. Ну и все, лично для меня этого оказалось достаточно для того, чтобы захотеть посмотреть его бой. Вы просто поняли, что бойцов слишком много, и если быть таким, довольно уважительным ко всем, бой покажет и так далее, то это никто не запомнит и не увидит. Знаешь, я просто мечтаю быть не таким, как все. Я не такой, как все. Я делаю то. Если я на что-то написал, все, блядь, против меня. Если я проиграю, они меня затопят. Я ставлю себя в проигрышное положение в начале поединка. Я игрок. Я люблю рисковать. Будете учить английский, чтобы в случае чего также зажигательно говорить там? Мой менеджер Александр Скоредин перед этим боем сказал, чтобы я учил английский, но я был занят подготовкой к бою, что я не записался в репетитору. Теперь я буду свободен месяца 3-4, поэтому я подучу английский. Ключевой вопрос для любого промоушена – откуда деньги? RCC финансируется миллиардером Игорем Алтушкиным, владельцем русской медной компании. За вечер его имя можно было услышать 5-6 раз. Спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину. Огромное спасибо Алтушкину Игорю Алексеевичу. Хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина. Большое спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину. И Игорь Алексеевич делает очень большую работу. Рубль, вложенный в смешанные единоборства, работает эффективнее рубля, вложенного в футбол или хоккей. Плюс бойцы умеют быть благодарными. Они понимают, что если бы Игорю Алтушкину вдруг не захотелось бы вкладывать деньги в ММА, то превращение Ивана Штыркова из обычного самбиста в бойца топ-15 рейтинга Fight Matrix в полутяжах либо не случилось бы так быстро, либо не случилось бы вовсе, потому что кто бы дал ему подраться 16 раз за 3,5 года. И не было бы 6-этажной академии единоборств РМК, и тот же Александр Грозин вряд ли смог бы провести 4 боя за год и за последний бой заработать себе квартиру в маленьком уральском городе Талица. С этого боя мне хватит на квартиру в моем маленьком городке. Дальше только больше. Большие бои, бью чемпиона, больше денег. Чтобы вы понимали, однокомнатную квартиру в Талице можно купить за 700-800 тысяч рублей. Хотел еще рассказать вам про то, как Алексея Олейника положили лицом на канвас и измеряли длину рук для какого-то рекорда России, а Александр Волков смеялся и снимал это на телефон. И про Джоша Барнетта, который внезапно приехал в Екатеринбург не в качестве почетного гостя, а как секундант.
Но чувствую, что видео и так уже затянулось. Поэтому давайте-ка я расскажу про Барнетта в следующем выпуске. Джош выдвинет 2 условия, при которых он согласен подраться с Александром Емельяненко в Екатеринбурге. Организация RCC на это отреагирует, и мы вспомним, откуда вообще взялись неприязнь между Джошем и Александром и дружба между Джошем и Федором. Меня зовут Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Тем более скоро мы проведем здесь новогодний розыгрыш.